Здравствуйте, друзья! Вероника Жилина, российская фигуристка, подопечная Евгения Плющенко, рассказала, по какой причине ушла от Этери Тутберидзе, а также поведала, чем, по ее мнению, отличается тренировочный процесс в ангелах Плющенко и хрустальном. На вопрос журналиста о том, почему при видимом успехе в хрустальном фигуристка решилась на переход, Вероника рассказала, что причин было много, но всего она не хотела бы рассказывать. Однако одним из главных факторов стал переход Сергея Розанова, который, со слов Жилиной, позвал ее с собой в ангелы, а в хрустальном Розанов был ее основным тренером. Сравнивая подходы к тренировкам Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, Вероника заявила, что в ангелах Плющенко при каких-либо болях нагрузку снижают, убирают некоторые элементы, пока травма не пройдет, а в хрустальном ей приходилось прыгать даже через боль. «У меня в итоге развивалась травма рассказала Жилина в интервью Матч ТВ. Также фигуристка отметила, что атмосфера в ангелах более домашняя. Когда Вероника была в хрустальном, она боялась сделать что-то не так, могли поругать. Поэтому первое время с Евгением Плющенко также всего боялась, но сейчас это прошло. В хрустальном никто не шутил с учениками, все было строго. Если честно, побаивалась разговаривать с тренерами. Сейчас страха уже нет, привыкла, рассказала Жилина в интервью Матч ТВ. Вероника, несомненно, имеет право на свое мнение, однако, прочитав интервью, мне в глаза бросилась пара сомнительных противоречивых фраз. Например, заявление, что одной из главных причин перехода стал Сергей Розанов, с которым фигуристка занималась больше всего в хрустальном. Но через несколько предложений Вероника уже рассказывает, что с тренерами ее бывшей школы она боялась что-либо сделать неправильно, наругают. Но ведь Жилина сама пошла за своим основным тренером хрустального, Розановым, стокгольмский синдром. Еще несколько смущает, что сразу два бывших ученика Этери Тутберидзе, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский, практически одновременно и с похожими эпитетами описывают разницу подхода к тренировкам хрустального и ангелов Плющенко. Когда как и Вероника, и Кирилл сменили школу фигурного катания довольно давно и в разное время. Есть множество видео с тренировок хрустального, где тренеры смеются, улыбаются, шутят со своими подопечными. Вспомните хотя бы короткую программу в командных соревнованиях Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине, где Сергей Дудаков и Этери Тутберидзе поддержали идею фигуристки показать сердца руками. Как-то не очень похоже на ту атмосферу хрустального, что пытаются преподнести Сарновский и Жилина. Более того, многие фигуристки называют Этери Тутберидзе чуть ли не мамой. В общем, странно выглядит это интервью как по содержанию, так и по времени публикации. Однако в любом случае время расставит все по своим местам. Будем честны, пока фигуристы ангелов Плющенко не блещут. В начале прошлого сезона сразу две юниорки Академии Плющенко обошли своих визави из хрустального на одном из турниров. Помню, как много об этом говорили. Однако ключевым стартом сезона ситуация кардинально поменялась, и подопечные Этери Тутберидзе вышли на лидирующие позиции. А как известно, класс тренерского штаба заключается в том числе и в умении подвести спортсмена к ключевым соревнованиям в наилучшей форме. Лично я очень хочу, чтобы Академия Плющенко попала в топ-школу фигурного катания. Конкуренция никогда не помешает, но только не с позиции, что для победы все средства хороши.